Приветствую всех заглянувших на мой канал. Сегодня поделюсь своим личным опытом, как я, это проблемы частного дома, как я с наружной стороны оформила оконные проемы. Были вставлены пластиковые окна, в старые рамы, причем мы не выбивали те рамы деревянные. И надо бы вот откосы заштукатурить. Но так как штукатур я никакой, и как мне объяснили, сейчас и штукатуров-то не сыскать. Все больше обшивают металлом, пластиком, деревом. А штукатурные работы – это долгое неблагодарное занятие. Вот посмотрите, какие неровности, видите, какие перепады. Кусок-то откололся совсем. То есть, штукатуры я не нашла, но как-то оформить этот проем оконный надо. Это же безобразие надо убрать. Поэтому я решила это все обшить вагонкой деревянной. Для этого позвала помощников. Вот они уже стремянку уже принесли. И этой деревянной вагонкой сейчас будут обшивать мне окна. Я постараюсь по большей части снять этот процесс, чтобы всем все было понятно. Сначала, конечно, набиваются рейки. Работать надо с уровнем, смотреть, все вымерять. И потом на эти рейки нарезать кусочками сами вагонку. Вот так, если прикинуть, как они мне посчитали, около 2000 ушло на материал. Потому что дерево сейчас не очень дешевое. Да, что сейчас дешевое? Ничего дешевого-то и нету. В общем, набиты рейки, а на этой рейке вагонка. И, около 2000. 4 вагонки самой панели вагонки ушло у меня на 2 окна. То есть, примерно по 2 штуки на окно. Видите, какой зазор? И с этим зазором, понимаете, его никак не скрыть. Мы, конечно, некоторую хитрость тут мне предложили мои строители. Они прикроют этот стык, но зазор все равно будет. Они мне посоветовали, часть этого зазора скроется, запенится монтажной пеной, а чтобы монтажную пену скрыть, без нее никак. Без нее никак. Это невозможно. А чтобы монтажную пену скрыть, потому что она будет разрушаться от солнечного света, мы потом покроем, наверное, штукатуркой или шпаклевкой, что предложат мне вот эти мои помощники-строители. Я сама еще с этим не определилась. Нарезаются кусочки отмеренной длины и забивали гвоздиками без шляпок, прибивали, закрепляли, чтобы шляпки не торчали. И вот, смотрите, стык вот этой вагонки, боковой срез, закрыт уголком. Вверху вроде бы как не очень красиво, но я не знаю, какой другой вариант можно. Уголок был 2×4, тоже деревянный. В отличие от пластикового уголка, деревянный же не разогнешь как надо, поэтому взяли по минимуму 2×4. 4 здесь вот с этой стороны прикрыли побольше, тут 2 сантиметра поменьше. И в принципе получается неплохо. Вот. Второе окно практически и закончено. В этот день была хорошая погода, без дождя. Поэтому все удачно сложилось. И зазор все равно, видите, даже после уголка зазор все равно виден. И это надо будет прикрыть.
неровные, очень неровные откосы, и часть штукатурки отлетела с той первоначальной, которая была нанесена. И на другом окне то же самое. Видите, какая щель? Тут, наверное, 1,5 сантиметра. Представляете, сколько это надо было бы штукатурить, и сколько сил, терпения, и плюс работа на высоте, потому что без стремянки здесь не обойтись. Ну и вот он, конечный результат. 2 окна, все облагорожено, все, как я и хотела. Они было мне предложили вагонку вдоль окна. Я говорю, не-не-не, только поперек. Так, по-моему, гораздо красивее. Так, а я теперь, ваша покорная раба, лезу красить. Тоже работа на высоте, но мне за это никто не заплатит. Только мое личное моральное удовлетворение. Кисточка маленькая, потому что работа здесь не забор красить. И надо же в каждую щелочку попасть этой кисточкой. И вагонка, она же не гладкое полотно, она тут впуклости, тут выпуклости, и везде надо подлезть, и везде надо промазать, чтобы эта обналичка послужила долго, не 1 годик. Ну, конечно, потом надо будет ее обновить. Но это уже совсем другой разговор и совсем другое видео, может быть, будет когда-то со временем. Я одела, что мне не жалко, потому что все-таки сверху капельки попадают. И человек, я живущий в очках, знаете, потом все очки были заляпанные, пришлось и очки оттирать. И вот видите, ляпнула. Забыла я антимоскитку-то снять. Поэтому сняла ее уже сейчас. Там есть ляпушка. И хорошо, что ничего еще не высохло. Где тряпка? Тряпка-то где? Ничего еще не засохло, не высохло. Поэтому легко оттерлась. Не учла я этот нюанс. Продолжаю работу. Залипательный процесс окрашивания. В принципе, я люблю красить. Мне нравится, когда под слоем краски, под действием краски преображается какой-то материал. Ну, далеко не все, конечно, любят красить. Кто-то не любит гладить, кто-то не любит в пододеяльник заправлять одеяло. Ладно, это я отвлеклась. Смотрите, здесь 1 слой нанесен. Она при высыхании, вот эта пропитка для дерева, я забыла сказать, наверное, красила я не краской, не эмалью, а специальной пропиткой по дереву. Чуть позже я вам ее покажу. А вот здесь дерево еще не обработанное. Отличается, конечно, цветом. Вот. Я наношу, как я и говорила, залипательный процесс. Можно наблюдать за этим. Вот поэтому и маленькая кисточка, что здесь не размахнешься. Осторожненько, чтобы не попачкать все прилегающее. Она растекается легко, разводов не оставляет. Сохнет довольно быстро. Для наружных работ рекомендуют 2-3 слоя. Вот у меня пока 1, и между 1 и 2 должно пройти как минимум 2 часа. А вот наверху, видите, пена торчит, потому что процесс запенивания уже произошел, а с боков я эту пену уже срезала, поэтому ее не видно, а наверх я еще не долезла. И кусочек вы могли увидеть. Кстати, фундамент красила тоже я сама. Очень понравилась эта краска, я вам сейчас ее покажу. Быстро сохнет, ровно ложится, только надо будет ее развести. White Spirit разводила,
до нужной консистенции, иначе будет тяжеловато ложиться. Ну, смотря для каких целей. Если для гидроизоляции, это одно, а для склеивания это другое. Смотрите, и бетонные, и железобетонные, и деревянные конструкции, и действительно легко наносится и быстро сохнет. Я даже в некоторой степени сняла это для себя, чтобы запомнить, чем я покрывала, а то вдруг забуду. Перед этим другой пользовалась битумной гидроизоляцией, она очень долго сохла. А вот это сразу махом, и все, и высохло. В один слой нанесла, и нормально все было. Так, ну я отвлеклась на эту фундамент. А вот, собственно, и чем я пропитывала откосы деревянные. Это пропитка для дерева Aquatex. Ну, цена довольно демократичная. Пинотекс гораздо дороже. Здесь широкий цветовой ряд. Я выбрала белый, потому что окна у меня белые. И поэтому, вот, чтобы перекликалось, решила нанести белый. А так у меня забор покрашен ею. С этой пропиткой я работаю уже несколько лет. Мы лавочку покрывали, мы распятие на кладбище покрывали. Мне нравится, как она работает, нравится, как она служит. Легко наносится. Так и, вот, и все так и есть. И не оставляет разводов. Ну, я не буду вас уговаривать пользоваться именно этой, потому что у каждого свои вкусы, свои предпочтения. Я показываю свой личный опыт. Единственное, что в конце под описанием, под видео я оставлю ссылочки на все эти материалы, и вот на эту пропитку, и на изоляцию битумную, которой я обрабатывала фундамент. Вот. А теперь перед вами, смотрите, это уже второй слой пошел. Первый высох. Пока я второе окно докрашивала, первое это уже практически и высохло. Поэтому наношу второй слой, пока погода позволяет. Видите, солнышко светит, солнечно сегодня. И я на радостях и полезла красить. Можно было бы и третий слой, но меня, наверное, на третий не хватит. Пусть будет 2. Все, смотрите. Специально вышла на следующий день вам показать. Хоть тут уже и пасмурно, но зато лучше видно. Солнце не бликует, не отсвечивает. Текстура дерева сохранилась. И защитные свойства. Все, как я хотела. И красивый внешний вид. Благодарю вас за внимание, за то, что вы побыли со мной. Ну, может быть, мой личный опыт кому-то пригодится. Может быть, вы какие-то мне замечания напишите, что-то посоветуете. Против конструктивной критики я ничего не имею. Как я и говорила, под видео в описании оставлю ссылочки на эти свои материалы. А я с вами все-таки прощаюсь. До следующей встречи. С вами была Марина и канал Марина Калейдоскоп. Не болейте. Всего вам самого-самого доброго.